что с ним сегодня происходит из-за вас. Общий расклад Таро, потоковое чтение на любовь, на отношения с загаданным мужчиной, но этот расклад Таро для мужчин также подходит, как и для женщин. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на своего мужчину, на своего партнера или на свою женщину. И давайте посмотрим, что с ним происходит из-за вас сегодня, прямо сейчас. А в этом гадании мы откроем также мысли, чувства, действия и планы, но будем делать акцент на том, что покажет потоковое чтение Таро сегодня для вас. Давайте посмотрим. Вообще, как карты видят вашу ситуацию с загаданным человеком на сегодня, на сейчас. Ну, знаете, как не все так плохо, но не все так хорошо. Есть сомнения по поводу того, что будет дальше. Будете ли вы вместе, да, или не будете вместе. То есть сомневаетесь вы, да. Оба сомневаетесь, особо в результате сомневаетесь, да, то есть непонятно, какой результат из этих отношений будет, что выйдет из этих отношений, пока непонятно, но прикладываете еще пока что усилия, да. Ну, тенденция к изменениям к лучшему какая-то наметилась, смотрите, 7, 6, 13, да, то есть трансформация. Ну, как будто бы, знаєте, як українською кажуть, крига з кресла, да, то есть лед тронулся. Но, смотрите, здесь есть заметные ощущения или даже заметные изменения к лучшему. Есть ли они у вас или нет, напишите в комментарии. Пока так. Ну, то есть вы как будто бы замечаете, что что-то меняется к лучшему, хотя есть сомнения. А есть еще один материальный знак аркан дьявол. Смотрите, здесь весы, здесь телец, а здесь козерог. Ну, смотрите, что в ваших отношениях? В ваших отношениях качели, то лучше, то хуже. И дьявол, такое ощущение, что ну, вот какая ситуация. Как будто бы вас заманивают в эти отношения. Или вы заманиваете. То есть, ну, тут нужно понимать. Либо ваш партнер хочет все сделать так, чтобы вы как будто бы зависли в этих отношениях, да, вот так. Либо вы думаете о том, как заманить этого человека, да, то есть дьявол, он как бы подманивает, заманивает материальным. Ну, давайте дальше смотреть. Да, тут есть заинтересованность. То есть, как минимум, кто-то из вас, двоих, в этих отношениях заинтересован, чтобы вторая сторона, ну, тоже была заинтересована, да, вот так. Как бы взаимная заинтересованность или созависимость. Ну, по дьяволу тоже часто созависимость получается у нас, да. Окей. Девятка кубков здесь. Здесь кто-то делает вид, что не замечает чего-то в этой ситуации. То есть один как бы из вас, ну, вот, как бы делает все, чтобы заинтересовать другого, а этот человек второй, да, по отношению к которому эти действия направлены, он как бы делает вид, что ему и так хорошо. И так хорошо, да. Ну и, как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны, да. Ну как, давайте так скажем. Вы уже в этих отношениях достаточно много сил потратили и сомневаетесь, а стоит ли дальше, 17, да, дальше на будущее, продолжать, хватит ли у вас сил. То есть по большому счету все упирается в энергию, да, все упрется в энергию, десятка жезлов. Огненная карта, огненная.
Ну, здесь огненно-земельная карта, это больше, конечно же, ну, как бы, с одной стороны, это стрелец, но тут он козерог почему-то в этой колоде, да. Но все упирается в то, что вы сомневаетесь в том, нужно ли это вам и нужно ли это партнеру. Заинтересован ли партнер и заинтересованы ли вы в этом. То есть вы не понимаете, как бы в конечном итоге стоит ли прилагать усилия дальше, да, вот так. То есть ситуация в отношениях непонятная. Почему? Потому что один из партнеров вроде бы как делает вид, что не замечает усилий другого. Вот так вот. Ну, это достаточно распространенная ситуация. Ну, даже вот судя из того, как вот обращаются с личными консультациями, то это, в принципе, можно сказать, классика жанра, да, где коротко можно описать ситуацию. Я прилагаю все усилия, а партнер не реагирует на мои какие-то действия, да, вот так вот здесь. Ну и дьявол здесь как будто бы созависимость, да, или, допустим, вот получается так, что один из партнеров уже так вовлекся в эту процедуру, да, в этот процесс, что не замечает, что стал заложником этой ситуации, что вроде бы как этому второму, да, оно и нафиг не нужно, а, допустим, вы, да, уже делаете все, чтобы заинтересовать. Либо наоборот, ваш партнер делает все, чтобы заинтересовать вас, а вы не понимаете, зачем вам это нужно. Ну, в обратную сторону, да, если посмотреть. Ну, окей. Давайте посмотрим, в чем сомневается загаданный вами человек сейчас. Ну, или в чем у вас могут быть сомнения, в чем можно сомневаться, да, так. Давайте так, в чем он не уверен? Больше проверим этот аспект. Да он в чем угодно не уверен, он просто не уверен. Пустая карта. Может быть, он действительно уже во всем уверен, а это вы не уверены, да, тогда так может быть. Но, опять-таки, он может быть не уверен в чем угодно, то есть или во всем. Да, вот так. Хорошо, здесь идет шестерка монет, и шестерка монет вроде бы как обещает что-то изменить к лучшему, да, мы вот это почувствовали с вами. Давайте посмотрим, в чем могут измениться ваши отношения к лучшему, да. Ну, здесь отношение к лучшему может измениться по отношению к вот этой женщине, да. Соответственно, ну, возможно, мужчина может изменить свое отношение к лучшему по отношению к этой женщине, но с другой стороны, у этой женщины может улучшиться материальное благосостояние и улучшится финансовый канал. И тут уже нужно понимать, совмещается ли этот финансовый канал у этой женщины с отношениями с этим мужчиной или не совмещается. То есть он идет отдельно, финансовый канал отдельно улучшается от мужчины или нет? Или он зависит от этого мужчины? Понимаете, да? Хорошо, давайте посмотрим. Дьявол кроется в деталях. Да? Вот давайте посмотрим, в каких деталях кроется дьявол в этих отношениях. В каких деталях кроется дьявол в этих отношениях? Здесь, во-первых, дьявол кроется в таких деталях, где вас как бы затягивают. То есть вас по этому дьяволу в этих отношениях, ну давайте так, как бы закручивают в эти отношения или обязывают. Это раз. С другой стороны, воздух всегда он о дыхании, о свободе. То есть, по сути, в каких деталях кроется дьявол? Вас делают несвободным и зависимым, ограниченным в свободе действий, дыхании и выборе. То есть, по сути, дьяволом в этих отношениях является ограниченность и несвобода. Ну, или сама созависимость и есть дьяволом. То есть, ну, я вкладывал здесь контекст, ну, такой негативный, да, то есть, если в этих отношениях вы чувствуете себя ограниченными, зависимыми, то это уже не есть хорошо. Да, вот так. Хорошо, но что нового предлагают эти отношения?
Но открыть что-то скрытое, что-то необычное, и, возможно, благодаря этим отношениям вы откроете какой-то аспект своей тени, ну, или примите в себе, или в партнере то, что раньше не принимали. По сути, эти отношения, ну, или нового в этих отношениях открытие теневой стороны вас или вашего партнера. Может быть, и вас, и вашего партнера одновременно. Он действительно не замечает вас. Давайте спросим, он действительно вас не замечает или только делает вид? Я почему-то склонен здесь сказать, что он делает вид. Он вас замечает, и причем вы, наверное, даже больше имеете значение в его жизни, чем он делает вид. Вот такое вот. Он делает вид. Это ритуал. Это ритуал, да? В ритуале мы делаем вид, в том числе. Мы не только участвуем в ритуале, мы делаем вид. Хорошо. Почему так трудно в этих отношениях? 10 жезлов давайте проверять. Но она мне здесь не нравится. Потому что вы многого не видите, не знаете и даже, может быть, и не чувствуете еще. Почему так трудно в этих отношениях? Потому что может быть гораздо труднее. Может быть гораздо труднее. Окей. Хорошо. Причины хаоса и сомнений в ваших отношениях. Причины хаоса и сомнений. Вот как будто бы, давайте так, у него как будто бы истерика, да? Ну, вашего партнера или партнерши, неважно, да, смотрит. Вот причины его истерики, да, вот. Или хаоса в ваших отношениях. Если у него истерика, у партнера, или у вас истерика, да, вот это вот причины. Смотрите, сомнения и пустота, хаос, да, пустота. Причины. С самого утра у него истерика, да. С одной стороны, он отдаляется от вас, этот человек. Особенно если речь о мужчине. Это мужское отдаление часто. С другой стороны, его тянет к вам. Это любовник. То есть, по сути, причина хаоса в энергиях, которые разъединяют вас. Ему или ей хочется сближения, но энергии отдаляют. Это всегда карта отдаления, хотя хочется обратного. Хочется сближения, а получается отдаление. Ну и отсюда любовники, да, любовники хотят сблизиться, да, а обстоятельства их разъединяют. По сути, она хочет близости, но обстоятельства вынуждают быть дальше. Окей. Какой он видит эту женщину в материальном мире? Или как он ее видит в материальном мире? В материальном мире он ее видит любимой женщиной, которой он испытывает чувства. Туз кубков, по-другому никак не скажешь. Ох, сложная комбинация. Дьявол и воздух. Давайте посмотрим. Плюс тут еще рядом женщина, чувства. Роль женщины в этих отношениях. Роль женщины в этих отношениях для мужчины сомнительна, но именно женщина здесь открывает перспективы для мужчины. Что тайное должно стать явным в этих отношениях. Здесь тайная роль женщины опять. И у женщины явно больший потенциал здесь. Особенно если женщина телец, козерог или дева.
Также у женщины здесь явный потенциал красоты, внешности, ну, каких-то вот своих внешних данных, ресурсных, да, материальных. Поэтому тайное должно стать явным, что у женщины здесь гораздо большая роль, чем она думает. Или даже чем думает мужчина, например, если разнополые отношения. Окей. Хорошо. Проводил ли или проводит ли загаданный человек, мужчина или женщина, обряды, ритуалы на вас? В отношении вас. Мужчина, скорее всего, проводил какие-то обряды, ритуалы, или просто мужчина обладает здесь настолько сильной энергией, что он сам по себе маг. Скорее да, чем нет. Король жезлов выпадает. Ну как мы по-другому не можем никак сказать, что мужчина, король жезлов, не обладает магическими способностями энергетическими, да? Особенно мужчина. Если вы гадаете на женщину, то эта женщина, скорее всего, на мужчину, может быть, что-то и делала. Чего вы не видите, не замечаете в этих отношениях? Здесь идет борьба, возможно, даже скрытая борьба. У каждого в этой борьбе свои интересы, и здесь замешан мужчина, может быть, группа лиц, и борьба может быть достаточно более агрессивная, чем вам кажется. Ну, на самом деле, вам может кажется, что это безобидная борьба, да, такая игра. Она может быть, здесь перемешаны там все. Бизнес, разные люди, бизнесы, интересы, идеи. Знаете, вот такое, как в миксере, да. Хорошо. Чего ему не хватает прямо сейчас вашему партнеру? Этому мужчине или этой женщине? Чего ему не хватает прямо сейчас? Встречи, сближения, общения, коммуникации, да, то есть поговорить, увидеться, может быть, приехать к вам или, в общем, общение с вами. Общение и сближение в том числе. Видите, как интересно? Вот на этой лошади он уезжает к вам, а вот на этой лошади ему хочется приехать к вам назад. Тут даже не лошадь, а дракон какой-то, да? Похоже на лошадь. На этой лошади он уезжает. И на этой лошади он хочет приехать. То есть, если он в этом году уехал, то он в этом году приедет. Потому что что? Потому что год лошади, да? А не тут-то было, да? Здесь есть дьявол, да? А дьявол у нас... Да? А дьявол у нас вот он, да? Вот он есть, этот дьявол. Давайте поставим его сюда. Пока. Посмотрим, может он нам что-то подскажет. Хорошо. Вроде бы как этой женщине в материальном мире проявляются чувства. Давайте посмотрим, что это такие за чувства у него или у нее. Это чувства судьбоносные, которые влияют на судьбу, меняют судьбу и выглядят как часть судьбы. Чувства хорошие, светлые. Мешают ли они, вредят ли они? Да вряд ли, это очень хорошая карта, это колесо фортуны по сути. Поэтому эти чувства по судьбе, часть судьбы и часть какого-то действия. Может быть, эти чувства периодические, и они как будто бы дают некие такие импульсы, которые влияют на перспективу каждого из вас в этих отношениях. Какие перспективы в этих отношениях? Трудные. Тут нужно понимать, знаете, как трудности, проблемы, нужны ли они вам? Прежде всего, да, стоит задуматься. И для кого эти трудности, да? Для мужчины или для женщины? Давайте посмотрим просто как уточнение. Для кого эти трудности? Для пары, для вас обоих. Может быть, это часть задумки, да, Вселенной. Вот. Но это
Всегда испытания. Но отношения – это всегда испытания, в любые отношения. А вообще человек, он появляется для того, чтобы не только наслаждаться жизнью, да, но и проходить как бы испытания, эволюция, да, чтобы накапливать опыт просветления. Да. Соответственно, для кого это? Для пары. Для пары. И, соответственно, может быть, испытания эти и дают вам возможность в перспективе стать партнером, частью пары с этим человеком или вообще с другим человеком. Вы же накапливаете опыт с этим человеком, да? А в перспективе с ним или не с ним вы можете стать парой как таковой, да? Окей. Какая энергия идет от загаданного мужчины прямо на вас? У меня почему-то здесь энергия справедливости. Вот если бы не эти весы рядом, а что-то другое, я бы сказал там благодатная энергия или опасная энергия. Здесь энергия справедливости. То есть это энергия, которая идет от этого человека, она справедлива по отношению к вам. Какая бы она ни была. Хорошая, плохая, ну вам так кажется, во всяком случае. Но меч это, меч и весы рядом, это справедливость. Это все воздух. То есть, если он вам дает дышать, это справедливо. А если он вам не дает дышать, это тоже справедливо. Ну, понимаете, да? Давайте посмотрим. Здесь очень серьезный конфликт, которого вы не видите, не замечаете. Давайте просто совет посмотрим. Вам с этим конфликтом как быть? Как вам быть? Пока мы не можем знать, как быть, во-первых. Может быть, этот конфликт нужно разгадывать, да. Может быть, наоборот, держать его в тайне. Здесь тайна. Может быть, не выносить его на поверхность. Давайте так скажем. Этот конфликт раскрывать пока, может быть, не нужно. И не надо знать, как быть. А с другой стороны, возможно, вам не нужно афишировать, что этот конфликт есть вообще. Тут такая неоднозначная информация идет, ясности какой-то особой и нету. Хорошо, что бы он хотел сказать вам? Что бы хотел вам сказать загаданный человек? Что бы хотел сказать вам загаданный человек? Ну, мужчина, например. Смотрите, здесь он хотел бы вам сказать, что вам нужно смириться с чем-то, что-то принять, и то, с чем вы должны смириться, и то, что вы должны принять, вам с этим тяжело смириться и тяжело принять. По судьбе ли вам эти отношения? Да, скорее всего, особенно если вы чувствуете это. То есть ваше сердце, ваши чувства, ваша интуиция может подсказывать и давать вам подсказки. Смотрите, здесь очень женская линия, колесо судьбы, это больше женская карта. Женская. Ну, это такая больше мужская карта, но она может быть о партнерстве. Поэтому только сердце может вам сказать или открыть истину в отношении этих отношений, насколько они судьбоносны, да, по судьбе этот человек или нет. Какие еще испытания могут выпасть на вашу долю, да, в перспективе? Ну, такие испытания, которых вам не миновать, да, как говорится. Луна. Действительно серьезное испытание. Луна – это часто магия, это часто женские родовые программы, ну и женская магия в том числе, закрытые дороги и не самые светлые испытания, не самые светлые, не самые радужные, да, то есть это гора, она для вас опасна, коварна, ну и трудна, давайте так скажем. То есть перед вами трудные лунные испытания, где может быть что угодно, и трудности по-женски в том числе, да, вот такое вот, или, ну, это вообще испытание особенно для женщины, или источник испытаний женщина будет, вот так вот. Хорошо, как это отразится на вашем союзе? Ну, здесь это отразится прежде всего на мужчине, на отношениях с мужчиной, на отношении мужчины к вам и на его чувствах к вам. Поэтому мужчина будет, как бы, знаете,
под раздачу первый попадет, как говорится, да. Окей. Давайте посмотрим, а как вам поступить в этой ситуации, или что вам делать в этой ситуации. Меч, он больше о движении, каком-то решении, или какое решение стоит принять, или к чему будет подталкивать эта ситуация. Ну, во-первых, вам придется делать выбор. Это раз. Во-вторых, это будет проверка на вашу любовь, на ваши чувства тоже. И к чему вам придется, к чему вас это будет подталкивать, вам придется выбирать и проверять свои чувства, делать выбор, помните? Сделай выбор, смирись, прими решение, да. То есть, каким действием, то есть, вы будете, по сути, открывать дорогу к своим отношениям в своей любви. Вот так вот. Такая карта интересная. Хорошо. Какая тайна должна открыться о вашей любви, в ваших отношениях и о пути ваших отношений? Да, вот тут этот треугольничек посмотрим здесь. Какая тайна вашей решимости? Вы откроете, вот помните, я говорил, вот здесь тень откроется, вы откроете свою тень. Знаете, вот есть у человека решимость, а есть нерешимость. Вот вы сейчас пребываете в нерешимости, а у вас откроется тайна о вашей решимости, вы увидите, как вы умеете действовать быстро, резко, дерзко, решительно и однозначно. То есть у вас будет какой-то инсайт, и вы, сделайте какое-то действие по отношению к своей любви, к своему мужчине или к своей женщине, преодолеете какое-то серьезное препятствие. Интуиция будет подсказывать, и вы будете решимы действовать. Вот здесь не решимость, а здесь решимость. Вот здесь выбор. То есть, где-то мужчина или женщина, да, подтолкнет вас каким-то решимым действием, во имя любви, во благо любви, вот мотивируясь любовью, свободным выбором, справедливым решением, партнерством, вот этим вы будете двигаться вперед. Интересный такой расклад сегодня. Хорошо. Чего вы вообще не замечаете или с чем вам тяжело смириться, да? Вы не замечаете тьмы, может быть, вы не замечаете темных сил, и вам тяжело, может быть, смириться с какой-то темным каким-то аспектом. Может, не замечаете магии, может быть, не верите в нее, а может быть, просто не замечаете тьмы. Что у вашем тьма? Это обратная сторона света. То есть вы не замечаете чего-то очевидного, какого-то знания, да, которого не знаете. Да. Хорошо, что подсказывает душа? Здесь шабаш. Душа может подсказывать, что вы не одни, и что в вашем окружении может твориться хаос. И что источником хаоса может быть действительно большой. Вот этот шабаш, да, вот здесь эта карта, она об вот этой карте. То есть, шабаш может быть и источником тьмы, в принципе, две карты рядом. Но с другой стороны, и магия, луна рядом. У меня такое ощущение, что вы не ощущаете какой-то темного действия или темной магии, или так, да, вот здесь. Хорошо, давайте проверим вот эту магию здесь, вот эту луну. На луну положим карту и проверим. Здесь старик, это очень хорошая карта, старик. Она, может быть, эта магия связана с вашим родом по линии отца. А может быть, магией занимается какой-то старик, да. С другой стороны, в позитивном контексте, может быть, какой-то старик, мужчина может влиять на этот процесс. По сути, здесь мне почему-то это хорошая карта здесь. Такое ощущение, что на эту магию может влиять старик, да, или мужчина седой, с бородой, в возрасте и так далее, да. Бабочка здесь это всегда хорошая карта.
Ну и мужчина рядом, женская энергия. Здесь, в общем, как бы по сути замешаны какие-то древние, да, родовые могут быть энергии и так далее. То есть, в общем, в этом шабаше есть старик, и он играет неплохую роль. Вот так идет. Если вдруг чувство мужчины, ну, по отношению, например, к вам, да, омрачены какой-то темной энергией, как может повлиять что-то светлое на чувства этого мужчины? Вот так вот давайте спросим. Здесь коса. Ну, давайте так. Что-то светлое на чувства мужчины может повлиять таким образом, что это сможет отсечь. Ну, тут нужно понимать, либо это повлияет так, что это отсечет от вас этого мужчину, либо отсечет от него все темное, что может как-то потом помочь вам двигаться вместе. То есть, в принципе, роль этого старого человека, ну, или этого, давайте его, мудреца, старика, да, ну, это вообще отшельник, да, карта отшельника. Роль этого мужчины заключается в том, что он может отсечь либо самого мужчину от вас, либо что-то темное, плохое, которое связано, может быть, с шабашем, да, вот так вот. Любовь, возможно ли здесь взаимная в этих отношениях? Загадывайте желание, кстати. Любовь здесь возможно сильная, но нужно обуздать энергии. Это необузданные энергии всегда, медведи там, вот, и давайте так скажем, да, но все будет зависеть от того, какие энергии управляют процессом, они неоднозначные здесь. Здесь есть много лишнего, да, темного, светлого. В общем, да, возможно, сильная, но она еще, знаете, как необузданная, эта любовь. Что он решит по отношению к вам, загаданный человек? Решит. Или его выбор, да, или его решение. Но здесь либо он поставит крест на вас, да, либо продолжит решение кармического узла. Обычно кресты к кармическим узлам. Давайте проверим. Он поставит крест на вас или продолжит некую борьбу. Крест или борьба, конец или пауза, да, вот так. Ну, здесь выпадает страшный суд. По страшному суду может быть что угодно. Это может быть и прекращение, а может быть возрождение после очищения. Поэтому здесь, как говорится, знаете, как есть такое понятие «бабушка надвое сказала», да. Может быть и то, и другое. Страшный суд. Еще раз, возобновление после очищения или полная утрата. Давайте посмотрим, к чему идет. Идет пока что к очищению какому-то, да, избавлению от каких-то, может быть, кармических грехов. Смотрите, десятка, вот это вот десятка жезлов, это одна и та же карта здесь. То есть что-то судьбоносное должно произойти, да. Что именно? Налаживание связей. Аркан мир выпадает. Ну, так скажу, что в ближайшем будущем, смотрите, 20 и 21 аркан. Сейчас как раз китайский Новый год, да, происходит. На стыке времен это обычно, да, февраль, март, да, Водолей заканчивается, рыбы, а там уже и Овен, да. Ну вот, смотрите, в ближайшем времени между вами произойдет какое-то событие, которое может положить начало новым связям, и вы можете перейти на новые линии жизни. Крест – это всегда пересечение линий жизни. Еще не только, это часто перекресток дорог. Поэтому на этом перекрестке, избавившись от чего-то очень негативного, вы имеете хороший шанс выйти на новые линии жизни в отношениях с этим человеком. Паш кубков, и перезагрузить свои чувства. Сделать эти чувства обновленными и освеженными, да, вот так вот.
и это осознает, скорее всего, мужчина прежде всего. Но этот водолей, это осознание может коснуться и вас в том числе. Поэтому вот как раз у нас период рыб, период водолея и период овна. Вот здесь период овна уже. Вот здесь период рыб. А вот период водолея. Как раз в этом периоде мы с вами находимся. Переход из водолея в рыбы, из рыба в овна. Вот и все. Ну и вот появляется у вас новый шанс на новое видение, на новое предложение и на новую реализацию планов и намерений по отношению друг к другу. Поэтому он находится в стадии трансформации глубокой. Если у него там истерика какая-то вдруг, ну, условно говоря, да, то вы это будете чувствовать, скорее всего. А почувствовали ли ви це в этом розкладі? Пишіть в коментарі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, до зустрічі.